Привет, армия. Затишье перед бурей. Иногда мир шепчет, прежде чем грянет гром. Не каждый потрясающий момент сопровождается фейерверком или громом. Некоторые приходят с тишиной. Тишиной настолько чистой, что она потрясает душу. 31 июля 2025 года. Небо над Южной Кореей было спокойным и тяжелым. Погода была мягкой, без шторма, без ветра. И все же в это обычное утро произошло нечто необычное. В международном аэропорту Юнион жизнь продолжалась. Как всегда, по терминалу разносились объявления. Колеса чемоданов стучали по полированному полу. Родители звали своих детей, путешественники потягивали кофе. Они поглядывали на табло вылета. Это было просто обычное утро, пока оно не стало другим. Незаметно для тысяч людей они стояли на пороге истории. Момент, который прокатится по всему континенту. Момент, который разбудит спящего гиганта. BTS. Всемирная фан-база «Армия». И тут, словно вселенная разом замерла, пришла новость. BTS заметили в аэропорту. Тихий взрыв в интернете. Он длился секунды, не минуты. Один твит, один шепот в цифровом пространстве. Этого хватило, чтобы разжечь лесной пожар. Решетка Раурти Херсет взорвался в соцсетях. Сначала Сеул, затем Токио, Манила, Лос-Анджелес. Лондон, Сан-Паулу, фанаты проснулись. После месяцев молчания, свечей, старых видео. Для армии время ожидания было временем терпения. Они ждали молча, зная, это нужно. Но это не делало боль легче. Тишина была тяжелой, тоска всепоглощающей. И теперь, без прессы, камер, анонсов. Они вернулись. Без слов. С шагами. Серьезно. Неотфильтрованными. Неожиданными. Даже размытый снимок папарацци имел вес. Взгляд через плечо, изгиб капюшона, наклон шляпы. Присутствие, не требующее слов. Он появился не как звезда, а как тень. Отвоевывающее пространство, Чингук. Самый младший участник BTS, Золотой Макни. Он вышел за рамки своего ярлыка. Он больше, чем певец, чем танцор. Он стал чем-то более глубоким. Одетый в черное, он шел с решимостью. Толстовка скрывает лицо, маска, эмоции. Но фанатам не нужно видеть глаза, чтобы узнать. Потому что узнавание приходит не только через взгляд. Оно в ритме движения, в энергетике. Он не машет, не улыбается. Ему не нужно. Его шаги говорят за него. Преображение, выходящее за внешность. Да, тело сильнее, руки рельефнее. Но главное не в этом. Главное в его энергии. Он шел так, будто пережил шторм. Шторм не внешний, а внутренний. Тот, что разрушает, но затем восстанавливает. Он вернулся не с концерта, а с войны души. Он не выступал, но все же выступал. Просто присутствуя. Он устроил выступление. Силой тишины. Силой простого шуга. Но он был не один. Зернистые фан-видео показали другого. Высокий силуэт в черном. В маске. Молчащий. Поза, походка, жест плеч — все напоминало Ви. Тэхён. Невозможно. Или все-таки возможно? Если это был он, мир стал свидетелем тайного воссоединения. Два друга. Два брата. Две души. Момент, возможно, не предназначенный публике. Но судьба решила иначе, 15 секунд вечности. Началось глобальное расследование. Фанаты анализировали кадры, движения, багаж. Куда они направлялись? Секрет. Возвращение. Теории множились.
Документалка. Юн. Камбэк. Смысл был ясен, BTS не двигаются без цели. Даже в тишине они пишут историю. Мир ответил не мемами, а слезами. Фанаты плакали в кафе, школах, спальнях. Закрывали рты, шептали имена, как мантры. Один твит сказал все. Я не знал, как сильно скучаю по ним. Пока не увидел, как Чингук прошел мимо камеры. Я не осознавал, насколько был мертв. Пока не ощутил все это снова. Это было не возвращение, это было воскрешение. Без слов. Без песен. Мир услышал их. HYBE молчит. Нет пресс-релиза. Нет объяснений. Но это было послание. И оно было услышано. BTS больше, чем музыка. Они — зеркало времени. Биение сердца эпохи. Это не конец, это начало новой главы. Поствоенная эра BTS уже близко. Они вернутся не как мальчики, а как мужчины, легенды, артисты. И для армии это было не просто воссоединение. Это было возрождение. Тихое. Глубокое. Настоящее. Они ничего не сказали, и весь мир замер.